Привет! В этом видео я расскажу о том, как стабилизировать камеру GoPro Hero 5 с помощью DJI Osmo Mobile или DJI Osmo Mobile 2, чтобы получить профессиональное, ровное кинематографичное изображение. И также расскажу о важных аспектах совместной работы GoPro и DJI Osmo, о которых вам необходимо знать. Я вам расскажу о работе GoPro со стабилизатором на примере DJI Osmo Mobile. Но все, что я скажу, относится и справедливо также для модели DJI Osmo Mobile 2. То, о чем вы должны знать, это то, что у GoPro есть собственный ручной стабилизатор, который разработан специально для камеры GoPro. И при прочих равных, более эффективно и оптимально использовать именно их стабилизатор. Но если вы оказались в такой ситуации, как я, что у вас есть стабилизатор Osmo Mobile и камера GoPro, и вы не хотите тратиться на покупку еще одного стабилизатора и хотите использовать их вместе, то я расскажу вам, как их совместить и какие подводные камни вас ожидают при этом. Зачем вообще нужна стабилизация? Я давно хотел делать видео, чтобы оно было более профессионального качества. Но при съемке с рук всегда возникает тряска, которая выдает, что это любительское видео и отталкивает зрителя. И вот это устройство, оно решает эту проблему. Оно убирает полностью тряску, и ваше видео становится более профессиональным. Для того, чтобы закрепить GoPro на DJI Osmo, вам понадобится адаптер. Я вам расскажу, почему не надо искать каких-то самодельных или более дешевых вариантов адаптера. На YouTube есть видео, как закрепить GoPro на Osmo с помощью стандартной рамки GoPro. Но это решение имеет 4 минуса. Во-первых, камера не закрепляется плотно. При резких движениях камера выпадает. Во-вторых, система не сбалансированная. А значит, ваш Osmo будет работать при увеличенной нагрузке. Быстрее расход аккумулятора, быстрее износ моторов. Часть сенсорного экрана закрыта от вас. Вы не можете полноценно наблюдать, что снимаете, и управлять камерой. И в-четвертых, стабилизатор отвернут от вас, и все кнопки управления находятся с противоположной стороны. Управлять им становится неудобно. Я наткнулся на такой вариант китайского адаптера. Он предназначен для китайских экшн-камер и стоит на треть дешевле, чем специализированный адаптер. GoPro можно закрепить на этом адаптере, мы видим полностью экран GoPro, Osmo повернут в правильную сторону, почему бы и не сэкономить? Вот почему. Этот адаптер предназначен для других камер, и с GoPro система не сбалансирована. Чтобы сбалансировать по продольной оси, можно закрепить на другой стороне адаптера груз. Это немного заморочено и выглядит не очень. Второе, система осталась не сбалансированной по поперечной оси, что опять же повышенная нагрузка на моторы, повышенный расход энергии и более быстрый износ моторов. И самый важный минус. Кнопка включения теперь недоступна. Чтобы включить камеру, надо снимать камеру со стабилизатора, что совсем неудобно, особенно если это делать где-то на ходу. Специально предназначенный для GoPro адаптер вот такого плана является оптимальным крепежом. Этот адаптер называется PGY Tech. Система сбалансирована по всем осям. Есть доступ ко всем кнопкам. Сам адаптер и крепежи выполнены из легкого металла. Камера крепится в рамке, рамка зажимается в креплениях Osmo Mobile. С помощью такого адаптера камера GoPro прекрасно крепится на DJI Osmo Mobile или DJI Osmo Mobile 2, но с какими проблемами мы можем столкнуться при совместной работе GoPro и DJI Osmo Mobile? Общая проблема GoPro и DJI Osmo Mobile при любых адаптерах – это то, что GoPro ловит резонансный шум от моторов Gimbal. Мы этот шум уху можем даже не слышать, но когда мы проигрываем записанные файлы, шум просто невозможный, он делает видео некачественным. Если вам нужно записывать только изображение и не нужен звук, то понятно, для вас эта проблема не стоит. Если у вас модель стабилизатора именно DJI Osmo Mobile, а не DJI Osmo Mobile 2, вы можете использовать внешний микрофон, потому что для него здесь есть специальное крепление. Я сделал отдельный ролик про использование GoPro DJI Osmo Mobile микрофона, и ссылку прикреплю в описании. К сожалению, я не знаю способа, как использовать GoPro Hero 5 с DJI Osmo Mobile 2 и записывать хороший звук на камеру. Видимо, для этого придется использовать дополнительное звукозаписывающее устройство. Вторая проблема – это попадание мотора Gimbal в кадр камеры. Это происходит при выборе средних и широких углов съемки на GoPro. Этот мотор не попадает в кадр, только если мы на GoPro выбираем угол съемки узкий. Для меня это не проблема, потому что я всегда снимаю на самом узком угле съемки. Но при съемке в 4К мы должны снимать в широком угле, и тогда мы неизбежно получаем мотор Gimbal у себя в кадре. Есть два способа избежать этой проблемы. Первый способ – это использовать вот такой вот угол для съемки. Тогда этот мотор ушел вниз, и он больше не в кадре. Но при этом мы лишаемся возможности делать панораму вправо-влево с помощью джойстика DJI Osmo Mobile. Второй способ – это перевернуть камеру GoPro так, что она смотрит в другую сторону.
Ее обзору больше ничего не мешает. Единственная проблема здесь, то что теперь кнопки и элементы управления DJI Osmo Mobile отвернуты от нас, и управлять уже не так удобно. Если эти нюансы не так важны в вашей работе, то вы вполне сможете использовать GoPro совместно с DJI Osmo Mobile. Если же эти проблемы критические для вас, то возможно вам надо рассмотреть другие варианты стабилизации камеры. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Напишите об этом в комментариях, потому что мне очень ценна обратная связь от вас. И нажмите на кнопку подписаться, потому что впереди много интересных и полезных видео. До встречи!